Всем привет, меня зовут Лёша, и в этом видео я вам расскажу о своем опыте поступления в американские арт-университеты. Если говорить чуть более конкретнее, то не совсем все университеты арт-университеты, не все университеты искусств. Тем не менее, я во все университеты подавался на именно арт-направление, на какие-то художественные специальности. Именно поэтому хочу вам рассказать о своем опыте. В первую очередь хотелось бы отметить видео небезызвестной Гикси, потому что именно ее видео меня вдохновляли на то, чтобы поступать в арт-университеты, поступать на арт-специальности и все такое. Сейчас я немножечко расскажу про свой бэкграунд, о том, почему я решил поступать на арт-специальности, какой у меня есть опыт в сфере искусств или что-то такое. Более-менее серьезно учиться рисовать я начал лет в 13, наверное, и начиная вот с того времени я просто смотрел какие-то уроки в интернете, и в основном это была очень большая практика. Вот. За эти годы у меня заполнилась куча скетчбуков, я очень много практиковался в анатомии, в рисовании портретов, в рисовании вообще всего разного. Примеры моих работ в этом видео я как раз-таки покажу, основываясь на том, что я отправлял в качестве своего портфолио в университеты. Также еще хочу отметить, что все университеты являются американскими, потому что после UWC у выпускников именно колледжа UWC есть возможность получить гранты, которые называются Davis Scholarships. Про все это подробнее я рассказал или расскажу еще в видео про университеты. Перед подачей в университеты я очень много искал, очень много смотрел информации про большое количество университетов, смотрел то, какие университеты мне подходят, какие нет, какие могут предоставить финансовую помощь, какие нет. Летом 2023 года я начал заниматься университетами, я начал смотреть, очень много изучать, и уже тогда я знал, что я точно буду поступать на арт-специальность, и тем не менее арт-специальность это не была типа одной из самых главных специальностей, на которую я хотел, но все-таки я ставил больше приоритета именно на арт-специальность. Тем же летом я начал составлять свое портфолио. У меня было несколько работ, которые у меня уже были, для того, чтобы просто вставить их в портфолио, но в большинстве своем я просто занимался ежедневной практикой, я очень много рисовал, я очень много вспоминал, потому что на протяжении первого года IB я рисовал только на предмете Visual Arts, и это было в основном рисование каких-то проектов, то есть рисовать для себя у меня времени практически не было, и также подтягивать знания на уровне какой-то анатомии или еще чего-то, построения у меня не было. Поэтому летом я решил очень много попрактиковаться насчет всего этого. И, собственно, результаты всех вот этих вот практик вы сейчас увидите. Также мне хотелось бы отметить небольшой такой моментик о том, как я оформлял свое портфолио. Гикси в своем видео упомянула о том, как в основном делается структура. Я также смотрел очень много видео на английском языке, которые, скорее всего, смотрела и Гикси. В основном студенты выстраивают свои работы следующим образом. В начале идет очень хорошая работа, в конце идет очень хорошая работа, и в середине между работами тоже желательно вставлять какие-то более сильные работы, чтобы удерживать внимание зрителя, людей, принимающей комиссии, потому что для студента это будет важно, чтобы удержать внимание человека, чтобы он не пролистал там и на пятой работе, чтобы ему не стало скучно, скажем так. Ну а теперь, наверное, давайте перейдем к обзору работ. Свое арт-портфолио я отправлял только в два университета, это был Сайк и Тринити. Сайк, если полностью расшифровывать, это университет искусств в Чикаго, и туда я очень сильно хотел, и с ними произошла очень интересная история того, как они меня приняли, потому что мне пришел имейл о том, что вы номинированы на то-то, до того, как мне пришел имейл о том, что я зачислен и все такое. Это было очень странно, и информацию обо всем этом вы можете увидеть в видео про университеты. Давайте же я вам покажу портфолио свое в Сайк. В Сайк у меня было работ намного больше, потому что, опять-таки, это университет искусств, и они требовали работ немного больше. И в итоге у меня было 15 работ в Сайк. Я не помню, какой там был максимум, но я точно помню, что они требовали определенное количество работ скетчей, определенное количество анатомических работ и все такое. Опять-таки, если вам интересно поступить на художественную специальность именно в американские университеты, в американские арт-университеты, изучайте, у них на сайтах все всегда написано, у них всегда написано, какие работы им нужны, какое количество работ они ищут и все такое. Просто заранее говорю, чтобы вы вдруг не спрашивали, что нужно для этого или что нужно для этого. Информация обо всем об этом есть. Также для портфолио
портфолио в Psych. Нужно было написать artist statement. Это что-то типа такого эссе о том, почему вы занимаетесь искусством и что это такое. В своем artist statement я пишу о том, что в искусстве нет четких границ, и я очень рад их изучать, расширять свое познание искусства и все такое. Также я пишу о том, что я люблю очень экспериментировать, что я пробую разные всегда материалы и все такое. Вот. Ну а что касается непосредственно работ, свое арт-портфолио я начал с вот этой работы. Эта работа посвящена войне, и здесь я включил как полноценную работу, так и этапы создания этой работы, этапы идеи. И в описании этой работы я пишу о том, что это как раз-таки развитие от истории, от идеи к полноценной работе. Здесь я также пишу о том, что это основано на моем личном опыте. В целом, эта работа была создана в рамках проекта про конфликт. И здесь, помимо очевидного конфликта войны, также существует конфликт поколений, конфликт архитектуры, конфликт цветов. И, то есть здесь я попытался на максимум включить все свои такие скиллы, так сказать, думания и всего такого. И к этой работе я подходил очень осознанно. Здесь я специально выбирал различные архитектурные, так сказать, типажи различные. Здесь также выбран персонаж очень интересный. Это старый человек, человек старого поколения, который, возможно, сам ощутил на себе все ужасы войны предыдущей, и ему приходится сталкиваться с войной еще раз из-за нового поколения, и это очень страшно, но я думаю, им понравилось, потому что они меня взяли. Следующая работа — это просто скетчи. Здесь уже ничего серьезного, просто скетчи, стадики, руки и ноги. Следующая работа — это изучение diversity, разнообразие в портретах. Здесь все портреты с натуры. И все эти портреты я рисовал в колледже UWC, где у нас было очень много различных национальностей, различных рас и все такое. И это я попытался отобразить в своей работе. Здесь у меня есть люди из Армении, Узбекистана, Греции, Беларуси, России, Сирии, Америки. То есть здесь очень много всего намешано. И здесь я пишу о том, что мне очень было интересно изучить предмет разнообразия людей в вот этой вот международной среде. И как художнику мне было очень интересно попробовать себя в рисовании различных наций, различных национальностей. Следующая работа — это натюрморт. Натюрморт, так сказать, персонализированный, потому что университеты любят такие работы. Я придерживался советам Гикси. Спасибо. И здесь я изобразил вещи, которые отображают мои моменты. Поэтому работа так и называется «Мои моменты». Здесь есть свечи, здесь есть мой любимый полароид, здесь есть полароидные фотки, цветы. И такая штучка, я не помню, как она называется, короче, такая палочка, которую вы поджигаете, и она очень вкусно пахнет. Вот здесь вот это вот все есть. Также мне хотелось здесь очень поиграть с цветами, потому что здесь я попытался отобразить эффект горящей свечи и эффект стекла на баночке от цветов и все такое. Вот, и как бы здесь еще суть в том, что я рисовал это в квартире в Ереване, которую я снимал, в которой мне было очень странно ощущать себя, то есть было время такого одиночества, такого познания себя, и я понимал, что, тем не менее, несмотря на то, что я нахожусь один, и несмотря на то, что я нахожусь как бы не дома, вот эти вот маленькие вещи для меня создают как бы атмосферу такую дома, да, то есть здесь в описании я об этом и говорю, что мне хотелось показать, какие вещи я считаю домом, какие вещи мне приносят такое чувство комфорта. Я обожаю свечи, которые вкусно пахнут, я обожаю цветы, я обожаю полароидные фото. И, к сожалению, мне не удалось взять ничего с собой в Китай, где я сейчас нахожусь, и в Америку тоже. Но, тем не менее, у меня остались вот эти штучки, которые поджигать, потому что они довольно маленькие. Но, к сожалению, полароидная камера уехала домой, цветы у меня здесь нет возможности покупать. И свечи тоже, к сожалению, все уже изжег, поэтому в Америке буду покупать новые. Следующая работа — это ротация фигуры, тоже по советам Гикси. Здесь такие анатомические наброски,
серым цветом наброски, синим цветом стадик. Вот. Очень много времени я потратил на то, чтобы выбрать, какие работы мне все-таки стоит включить. Выбирал я самые интересные, на мой взгляд. Выбирал такие более динамичные позы. И мне хотелось показать то, что я могу нарисовать персонажа в разных ракурсах. Как-то так, наверное, да. Следующий набросок — это стилизация портрета. Здесь я попытался изобразить девушку с референса в каком-то таком стиле, что ли. Вот. Я уверен в том, что у меня нет какого-то своего стиля, поэтому я находился в таких поисках, и мне захотелось показать эти поиски. Следующая работа — это мой автопортрет. Его я делал для своей выставки в первом году по визуальным искусствам, и здесь я так и пишу об этом, о том, что я пытался понять, что такое художник, кто такой художник. Меня очень вдохновила одна ситуация, когда у меня разлился чай на скетчбук, и из этого у меня родилась такая история, что человек пытался найти какого-то преступника, и у него разлился кофе, и как-то сам этот портрет сам вырисовывался. И, собственно, да, у меня вся выставка в том году была посвящена теме того, что это какое-то преступление или раскрытие какого-то дела. То есть у меня была большая доска, на которой было очень много пинов, они все были связаны нитками. Вот, мне очень понравилось работать над той выставкой. Вот фото некоторые с этой выставки. Также, кстати, если вам будет интересно, я могу снять видео про выставку в своем втором году, потому что у меня есть очень много видеоматериала на эту тему, есть много чего, чем могу поделиться с вами. Над выставкой второго года было работать намного труднее, у меня есть очень много забавных историй с той выставки. Вот, если вам будет интересно, то пишите, я сниму видео. Следующая картина. Картина называется «Те сны» или как-то так. И, в общем, я не могу сказать, что мне снился какой-то подобный сон, но здесь я соединил такое некоторое количество своих каких-то мыслей, интерпретаций и всего такого. И здесь мне хотелось показать мое умение работать в такой смешанной технике, где я использовал и акриловые краски, и пастель, и все такое. Вот. Следующая работа — это изучение гор. Здесь я просто показываю скетчи гор и также небольшой пейзажик того вида с нашего балкона студии визуальных искусств. Меня это очень вдохновляло, поэтому я решил вставить это сюда. Следующая работа — это наброски движений. Это довольно старые скетчи, и я бы их сюда уже не включал, наверное, но мне показались они довольно хорошими. Но, тем не менее, здесь есть еще все-таки над чем поработать. Это такие наброски в движении. Мне хотелось показать людям то, что я могу показать движение в наброске и движение человека в наброске. Вот, поэтому, да, здесь все такое цветастое, яркое, потому что это все набор, такая солянка из разных страниц скетчбука, очень старого уже. Вот. Следующая работа — это наброски животных. Это не совсем удачная работа, я бы сказал, потому что здесь наброски только с фотографий. И в целом я как бы добавлял это просто для галочки, для того, чтобы у меня были в портфолио наброски животных. Но, тем не менее, некоторые из них довольно хорошие, но все-таки минус в том, что они все сделаны с фотографий. Сейчас я, кстати, практикуюсь и делаю больше фото с натуры. Следующая работа — это открытка. Открытка, которую я делал на зимние праздники в нашем колледже UWC. Вот здесь я также показал скетчи, также показал финальную работу, и мне показалось это довольно хорошим проектом, который я могу показать. Да, здесь, в принципе, добавить нечего, просто я показал фасад нашей школы, украшенные такими елочными игрушками, елками, потому что у нас на здании такие, как это называется, вертикальные сады или что-то такое, когда у нас растения просто на стенах висят. Вот, мне это показалось очень интересной идеей, заменить эти растения на елочные такие мотивы, какое-то новогоднее, что-то такое рождественское. И на крыше здания написано «Счастливых зимних каникул». Следующая работа — это эмоции. Здесь тоже все сделано с фотографий, я думаю, это очень видно. Мне просто хотелось показать то, что я могу показать различные эмоции людей и все такое. Вот, поэтому, да, как-то так. Предпоследняя работа — это страница из моего скетчбука. Это, мне кажется, очень-очень хорошая вещь, чтобы показать ее.
потому что здесь наброски, во-первых, с натуры, во-вторых, они имеют за собой какую-то историю, то есть здесь люди учатся, я их рисую в моменте как-то так, то есть мне показалось это довольно интересным, что я могу показать такой как бы быт своеобразный. Также у меня здесь есть страничка из кафе, если не ошибаюсь, и просто скетчи каких-то людей в движении. Вот. Ну и последняя моя работа, это работа, которую я очень сильно люблю, я ее рисовал тем же летом. Это одна из моих первых работ на графическом планшете, после того, как я вернулся, после очень большого перерыва, я очень долго не рисовал в диджитале, я в основном художник в традиционале, я в основном художник, который рисует какими-то материалами такими традиционными, карандаши, краски, пастели, все такое, но сейчас я больше перехожу в диджитал, мне очень-очень нравится, и вот эта работа мне тоже очень нравится. Она называется парение или что-то такое. Это странно переводить, но, короче, по-английски она называется soaring. Это момент такого какого-то поднятия, какой-то момент... В моей жизни это был момент самопознания, момент, когда я очень много думал о том, что такое жизнь и все такое. Здесь такие философские мотивы. Здесь также есть отсылка небольшая на эффект бабочки, вот такие бабочки. И здесь изображена, кстати, моя подруга. Она испанка, она видела эту работу, она была в безумном восторге, когда она ее увидела. Я очень рад, что ей понравилось. Здесь такая работа пропитана нежностью, каким-то таким спокойствием и все такое. И это было создано как раз-таки в момент такого полного спокойствия, когда меня, в принципе, ничего так сильно не тревожило. Как-то так. Я думаю, на этом все. Я не буду показывать свое портфолио в другой университет, потому что там точно такие же работы, там просто их чуть-чуть поменьше. Я очень надеюсь, что вам это видео было полезным, если вы вдруг захотите поступать на арт-специальности. Вот, потому что таких видео на русском языке действительно очень-очень мало. И да, опять-таки, я надеюсь, вам это пригодится. Вот, обязательно пишите свои вопросы, может быть, я сниму еще какое-то видео про искусство, если вам понравилось. Да, также пишите, если захотите увидеть видео про выставку. Но на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и все такое. Все, всем пока.